Добрый день, друзья! Ох уж эта Ванда! Ищу для нее самое лучшее место. Ищу для нее какие-то возможности полива. И сегодня расскажу вам, что же нам вместе с мужем удалось придумать для этой чудесной орхидеи. Немножко истории. Ванда появилась у меня весной. Это моя первая Ванда. И стояла на южном подоконнике. Все было хорошо и весной, и летом, и осенью. Но даже южное окно зимой становится холодное. А Ванда очень теплолюбивое растение и любит влагу. Причем не только листья, а в основном корни. А она у меня стояла как раз над радиатором центрального отопления. И ей там невероятно снизу жарко, а вверху холодно. Пришлось ей искать новое место. Как цвела эта Ванда, вы можете посмотреть в плейлисте, в котором я рассказываю только об этой Ванде. Все нюансы, которые у меня возникают в уходе за давно желанной мною орхидеей. Так вот, какой же лайфхак нашел мой муж для полива этой орхидеи? Сразу скажу, что с подоконника перенесла Ванду на полку с очень интенсивным освещением, но там очень сухо. И все время снимать ее с полки, поливать, потом обязательно ставить в то же положение. Вот это все так было сложно, что муж задался целью найти метод полива этой Ванды. И он нашел. Вот такой маленький ультразвуковой увлажнитель воздуха. На момент покупки стоил 160 рублей. Единственное, может быть, для кого-то неудобство, он работает от USB-порта, а для кого-то это удобство, потому что можно подключить к ноутбуку, и он будет работать, а можно взять обыкновенный телефонный адаптер, тоже с USB-портом. Как же это работает? В вазе с Вандой налито примерно 300 мл воды. Не обязательно наливать в вазу. Можно поставить емкость с водой и погрузить увлажнитель в воду. И смотрите, как это интересно. Эта часть плавает на поверхности воды. Из середины этого прибора идет мелко дисперсная водяная пыль той же температуры, какой и вода. Ванде нужно чуть более высокая температура, приблизительно 40 градусов. Что я делаю? Ну, каждый день не стоит, но мы же знаем, что в природе, там, где растут ванды с открытыми корнями, очень влажно. То есть она растет в очень влажном климате. И ночью всегда бывает какая-то роса, туман, может быть какие-то осадки, но влажность очень высокая. Поэтому именно на ночь я включаю этот увлажнитель. И буквально за неделю начали прорастать чудесные корешки, которые закуклились при втором цветении Ванды и не стали расти даже после того, когда она отцвела. То есть настолько было ей сухо. А сейчас
появляются все новые и новые носики у корней ванды. То есть ей это увлажнение очень понравилось. И в ночное время. Днем она стоит в колбе. Даже если там осталась какая-то вода, я ее не убираю, а просто доливаю потом теплую воду на ночь. Утром, когда включаются лампы, я выключаю увлажнитель. Но у него есть очень интересная функция. Если вдруг вода закончилась, он автоматически выключается. После этого Ванда сразу подрастила лист. И даже вот этот корень, который не касается, ну не доходит до него этот столбик тумана увлажняющего, он тоже начал расти. Вот этот лист, он скоро у Ванды засохнет, и я думаю, что отпадет. Но я именно с такими повреждениями купила Ванду. Поэтому стволик оголяется. Здесь был не один такой лист, а, по-моему, штуки 3. Смотрите, еще есть один такой листик. Вот он тоже там с сухим основанием. Но она должна начать растить новые корни. Один начал расти, будем надеяться и на другие корни. Детка тоже подрастает. Если в этот вазон налить 500 мл воды, то этот водяной туман будет подниматься до верхней части ванны. И когда я утром смотрю на эти корни, они такие зеленые, красивые. Видно, что Ванда получила достаточное количество влаги. Единственное неудобство – нужно наливать только кипяченую воду. Даже из фильтра вода не подходит для этого увлажнителя. Но Ванде все равно это нравится. Вот такой интересный прибор. Если у вас есть ванды и стоят в таких стеклянных вазах, советую вам его приобрести. Очень удобно. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Вот уж действительно самое неинтересное видео. Все уснули? Да. Очень хорошо. Ричи уснул, Юля уснул, Сёма помяукал и так и не пришел. Сёмочка, сейчас я тебя сниму. Подожди секундочку. Ну, что ты такой вредный? Ну хорошо, сейчас. 5 секунд. Вот.